красный свет. Да, снимай. Куба, ты слышишь, Куба, остров вдали голубой, голос советского друга. Расскажи о поездке на Кубу. На Кубу? Да, как вы встречались с Фидель Кастро. Вот это все с самого начала. Ну, на Кубу мы уже гастролировали в Канаде. То есть у нас в Канаде были гастроли. И тогда приходят 4 летчика и от имени Фиделя Кастро говорят, что Фидель Кастро, а мы уже заканчивали концерты в Канаде, Фидель Кастро просит вас приехать вот так неожиданно на Кубу. На барабане, на тромбоне, на баяне, никогда не унываем, с огоньком всегда играем, мы музыканты, музыканты. Трудно сосчитать, сколько приглашений получил ансамбль от высочайших персон разных государств. Александровцев принимали все, от президентов и королевских особ до Папы Римского. В мире ведь нет больше таких мужских хоров, больших и тем более военных вообще. Это уникальное явление. Да здравствует наша держава, отчизна великих людей. Ну, Фидель Кастро в то время Фидель Кастро. Тогда Никита Сергеевич Хрущев был генеральным секретарем. В общем, созвонили, все, деньги обеспечат. И они говорят, что у нас, говорит, Ил-18 самолеты нам, говорит, подарили. Но, говорит, не запчастей, горючего маловато. И, в общем-то, машина, говорит, не новая. Но раз Фидель приказал, мы вас довезем. Там турбовинтовые моторы. Мы вас обязательно довезем. В общем, мы летели, и там над морем, после Канады, вдруг у нас, пока мы летели, заглохли 3 мотора. Один только, я смотрю в этот в иллюминатор, один мотор только работает, а нас болтает. Стюардесса, значит, соскочила на колени и начинает молиться, там, в общем, испанка, кубинка. А мы сидим с Павлом Валентиновичем Антоновым, бас. Он говорит, ну что, говорит, Леша, прощаться будем. А нас болтает вот так вот по-всякому. Я говорю, да знаете, Паша, дело в том, что обидно то, что когда мы упадем в море, а нас все болтает, а мы сидим вот так вот рассуждаем. То хоронить-то нечего будет, все рыбы съедят. И вдруг все-таки показалась земля. Мы на этом моторе на одном плюхнулись, не сели, а плюхнулись. Это весь ансамбль там летел в этом самолете? Ну, там 2 самолета. Вот которым я летел, вот там самолет как раз вот и должен был упасть в море. А второй летел нормально самолет. Там Александров летел, ну, солист, я еще тогда не был солистом. Ну, короче, сели. Конечно, нас как будто вот, когда вышли с трапа на землю, я себя помню. Такое впечатление, что подо мной нет земли. На нервы все. Я так смотрю кругом, что ж такое, куда земля девалась. И вдруг слышу общий хохот ансамбля. А там идет женщина-кубинка, узлом завязана, пистолет у нее здоровый вот такой здесь, широкий ремень. Она идет в таких вот обтянутых брюках. У нее там все по-женски здорово. И ансамбль его увидел, и забыли про самолеты. Я подумал, вот же люди. Только что умирали, увидели женщину и все простили. Вот. Героический остров Куба. На страже своих революционных завоеваний непоколебимо стоит ее народ. И
чудесная Гавана, боевой и солнечный город, с гордостью провозглашает: Куба – первая социалистическая страна Америки. Скоро год, как кубинский народ разгромил контрреволюционные банды, снаряженные на американские доллары. Враги вновь угрожают Кубе, но она смело смотрит в будущее, решительно избавляясь от наследства тирании, отсталости и нищеты. Теперь Куба живет под ясным небом свободы. Она нашла свой путь. Ну, прилетели мы, нас поселили по распоряжению Фиделя Кастро Габана-Либре. Сердечно приняли кубинцы у себя дома артистов краснознаменного имени Александрова ансамбля песни и пляски Советской армии. Зрители и артисты, нет, друзья и братья встретились в этом зале. Общие идеалы вдохновляют народы Кубы и советской страны. Борьба за мир – дело и жизни, и чести. Люди мира, на минуту встаньте. Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон. Это возродилось тепло. В бедном звоне праведных год. Это жертвы озлись пепла. И восстали вновь, и восстали вновь, и восстали, и восстали, и восстали. Вот, и восстали, и восстали, и восстали. Месяц там были, да? А? Где-то месяц были там? Да, вот где-то месяц там были. Ну, были концерты. Первый концерт пришел Фидель Кастро, пришел Че Гевара. Их долго публика лелеяла, принимала, хорошо очень кричали. Все Фидель Вива, Фидель Вива, Че Вива, Фидель там. Хорошо. А Че Гевара? Че Гевара мы видели только со сцены. Когда он пришел, то он вышел на сцену, чтобы поприветствовать нас. Публика его просто шумно встречала. Такой коренастый, физически хорошо сложенный, среднего роста. Но факт то, что мы живьем его видели. Нашим артистам дорога благодарность кубинцев, министра промышленности Эрнесто Гевара, президента республики Освальдо Дортикоса. По-товарищески Фидель Кастро поменялся головным убором с руководителем ансамбля Борисом Александровым. Как бы встречали вас хорошо? Ну, конечно, там это... Ну, что там это... Да, такие, у них там таких концертов-то и не было, как ансамбль Александрова. Да и в Канаде-то не было таких концертов. Рожденная на этой земле песня о молодых кубинских революционерах
достигла России и снова через моря и океаны вернулась на Кубу, как дань восхищения ее прекрасным народом. Иван Букреев – обладатель редкого голоса. Ему не было равных в шуточных песнях. Во время гастролей на Кубе его пение так понравилось Фиделю Кастро, что он попросил дать дополнительный концерт. Вот, мы отпели концерт, приехали. А в конце уже замполит нас всех собрал и говорит, что вот все не вмещаете, остается 12 человек молодежи. Ну и я попал в этот список на 12 человек. Гостиница хорошая, она была практически пустая. Один ансамбль, там что-то 19 этажей, по-моему, я не знаю, уж не помню. Внизу бассейн, ресторан, кормили нас хорошо, плавали мы в бассейне, там в этом купались, все. Ну, и иногда приходил Фидель, нам, Вива Рашин. К Александру приходил гость. Ну а с Фиделем тебе пообщаться удалось? Нет, ну что ты, к нему не подойдешь было. Ну обратно долетели нормально уже, да? Но обратно первые самолеты улетели, тоже 2 самолета, тоже Ил-18, и тогда были самые такие крутые самолеты Ил-18, турбовинтовые, 4-моторные. И мы прилетели уже благополучно домой. Угу. Слава Богу. Много радостных впечатлений оставила Куба. Огромные расстояния разделяют нас. Но пламенная любовь к свободе и верная дружба соединяют наши народы, ставят их плечом к плечу. Широка страна моя родная, много дней несов полнее. С Поль Робсоном ты жил? Да? С Поль Робсоном. А с Поль Робсоном мы пели. Очень рад быть снова в Союзе.
такой страны. Я очень счастлив. Здравствуйте. Здравствуйте. С середины 30-х годов Робсон начал гастролировать в СССР. Только в Советском Союзе я почувствовал себя полноценным человеком, восхищался он, выступая с пламенными речами о дискриминации чернокожего населения Америки. Ну как было? Я тогда ансамбле уже был. И наш актет ансамбля, вот это то, что я показывал тебе фотографию, наш актет пригласили во дворец съездов, в банкетный зал, на самом верху в дворце съездов банкетный зал, чтобы спеть. Под Робсон должен петь один куплет «Широка страна моя родная», второй куплет должен петь Артур Артурович Эйзен, он бы как хозяин его принимал под Робсона, а мы должны подпевать. А вот Эйзен Артур Артурович, он стоял в хоре лет 7. И в 1954 году он только... Мы ездили на Украину в 1954 году на воссоединение Украины с Россией 300 лет. Он еще стоял в хоре. А при приезде с Украины Сергеев Алексей Тихонович заболел, баша больше не было. И Александров знал, что у него сидит ученик консерватории Артур Эйзен. И он предложил ему спеть. Тот ему спел песню «Еремки» из оперы «Вражья сила». И тот как дал ее в колонном зале, и на ура. Потешу я свою хозяйку, возьму я в руки балалайку. И стал лучший солист Артур Артурович Эйзен. В Англии вообще проходили только двое. Ну, по-настоящему, по-крупному. Это Эйзен и Беляев с Калинкой. Вот так вот. Солистов очень люди любят, старой школы, но о них никто ничего не знает. Поэтому любая информация о них, она очень ценится. Ну и, короче говоря, значит, он спел: «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей, рек. Я другой такой страны не знаю, где так наверное человек». Поподробно. Борца за свободу советские власти приняли с почетом. Ему показывали заводы, школы, пригласили в Большой театр. В тот вечер шла узбекская опера. Равенство наций. Его мечта теперь стала явью. «Впервые в моей жизни я иду с чувством полного человеческого достоинства», — говорил он.
Наши нивы глазом не обшаришь, не упомнишь наших городов. Наше слово гордое, товарищ, нам дороже всех красивых слов. Мы спели все, а потом Артур его взял под ручку, спустились со сцены, с этой маленькой сцены, и пошли в зал. И они с этим, с Полом Робсоном, сели рядом с Хрущевым. Хрущев принимал Пола Робсона. Алиш. Радушие, с которым меня встретили, я отношу к моему народу, представителем которого я являюсь. Я не говорю вам «прощайте», «до свидания», или, как говорят по-русски, «пока».